И снова здравствуйте, уважаемые дамы и господа. И как вы уже наверняка заметили, мы продолжаем знакомить вас с игрой Iron Front Liberation 44. А темой нашего сегодняшнего обзора будут танковые войска и детальное рассмотрение доступных в игре образцов инженерной мысли времен Великой Отечественной войны. В целом, в игре Iron Front все боевые машины можно условно разделить на три вида. Это средние танки, тяжелые танки и самоходные артиллерийские установки, то бишь САУ. Давайте ознакомимся с модельным рядом. Итак, советские танки. Т-34-76. Советский средний танк образца 1943 года. Вооружен 76 мм орудием F-34. Характерной особенностью танка является башня-гайка и башенка командира. Недостаточная защищенность танка компенсируется его высокой скоростью. На момент событий, происходящих в игре, устарел и стал заменяться танком Т-34-85. Т-34-85 является дальнейшей модификацией Т-34-76. Корпус в целом остался прежним, однако было установлено новое мощное 85 мм орудие и полностью переработана башня. ИС-2. Иосиф Сталин. Тяжелый танк прорыва. Одна из самых сильных боевых машин в игре. Вооружен 122 мм пушкой, способностью с легкостью уничтожать любые танки Панцерваффе. Но, к сожалению, сильным недостатком этого орудия является его сложная и долгая перезарядка. Су-85. Средняя советская САУ, вооруженная 85 мм орудием. Созданная на базе танка Т-34. Из-за своего низкого профиля превосходная машина для засад. Теперь рассмотрим немецкие танки. Panzerkampfwagen 4. Средний немецкий танк, самая массовая машина Германии. В игре представлена модификация с противокумулятивными экранами, серьезный соперник для Т-34. Panzerkampfwagen 5, более известный как Пантера. Средний по немецким и тяжелый по советским меркам танк, предназначенный для замены Panzerkampfwagen 4. Он является самым сбалансированным юнитом в игре и очень опасным противником. Panzerkampfwagen 6. Королевский тигр. Название, говорящее само за себя. Очень тяжелый, очень защищенный, очень неуклюжий и очень ненадежный. Верх воплощения немецкого гения в танкостроении. Впервые появился как раз во время событий, разворачивающихся в игре. Вооруженный 88 мм орудием, он способен бороться практически с любыми советскими танками, и только лишь ИС-2 может вызвать затруднения. Штурмгешütz-3 или просто Штук-3. Средняя немецкая самоходно-артиллерийская установка, созданная на базе танка Panzer-3. В игре представлена в двух вариантах, с противокумулятивными экранами и без них. Как и Су-85, отлично подходит для засад, но тем не менее из-за не очень сильного орудия не способна уничтожать цели сразу и часто демаскирует себя. Учтите это, записываясь в экипаж этого танка. Вот, пожалуй, и все присутствующие в игре тяжелые боевые машины. На первый взгляд их довольно мало, однако попробуем разобраться чуть глубже. Недалеко от нас стоит Т-34-76 под бортовым номером 71. Кстати, номера машин всегда разные, и вы никогда не встретите на карте две одинаковых. Это, казалось бы, несущественная мелочь, несомненно, идет игре в плюс. Приступим. Несложно сразу заметить, как изменилось количество доступных пунктов посадки. Не считая знакомых нам ранее мест для водителя, стрелка и командира, появились также места для заряжающего и пассажиров, и стрелка-радиста. К сожалению, быть в роли заряжающего довольно скучно. Разработчики не предусмотрели никаких дополнительных для него действий, и разумнее всего отдать это место для бота. Ведь за кажущейся ненужностью этой роли кроется большой смысл. Если в вашем танке присутствует заряжающий, скорость перезарядки орудия возрастает многократно, что может сильно помочь вам в ожесточенном танковом сражении. Вот давайте сядем в него. Одной из особенностей Т-34-76 является то, что командир, кроме своих прямых обязанностей, выполняет также роль наводчика. Это, несомненно, усложняет управление танком.
Сразу стоит отметить, что ресурсоемкие интерьеры заменены триплексами, которые, как уверяют разработчики, нарисованы по реальным фотографиям. Подобное упрощение было допущено во всех играх серии ARMA. Одним из новшеств стал так называемый танковый компас. В правом верхнем углу, обратите внимание, схематично изображающий нашу боевую машину. Незаменимый помощник танкисту, он в целом подобен аналогичному ИЗОА. Тем не менее, в Iron Front, помимо общего состояния танка, мы можем определить поломанную деталь и степень полученных ею повреждений. На компасе присутствует спидометр, уровень оставшегося топлива, азимут направления взгляда командира и шкала зарядки основного орудия. Теперь обратите внимание на прицельную сетку. Огромный шаг вперед был сделан в этом направлении. Прицелы всех танков интерактивны. Если зажать Ctrl и покрутить колесиком мыши или использовать клавиши Page Up или Page Down, вы можете установить нужную для вас дистанцию огня. Прицелы полностью откалиброваны и соответствуют реальным. Некоторые танки, как то немецкие Пантеры, имеют в своем арсенале прекрасную оптику с увеличением, что позволяет вести снайперский огонь по танкам противника. Давайте попробуем провести небольшие стрельбы. Сейчас мы находимся в довольно слабой боевой машине, поэтому выберем нашим противником вот тот Panzer 4. Дистанция здесь небольшая, поэтому даже для устаревшего орудия Т-34-76 большой проблемы такой противник не составит. Есть пробитие. В данном случае снаряд вошел через 80-мм броню и, как написано в руководстве, вызвал подрыв боеукладки, а может и паров топлива, вследствие чего из-за возросшего давления люки открылись. Да, экипажу не позавидуешь. Вообще нельзя не отметить, что весь танковый геймплей со времен ARMA 2 был полностью переработан. Если раньше в играх серии мы имели дело с накопительной системой, то тут же был сделан существенный шаг вперед. Дело в том, что любой танк в игре теперь состоит из критически важных элементов: узлов, оборудования, мест членов экипажа. Соответственно, повреждение того или иного элемента может повредить или вывести его из строя, или убить экипаж. При попадании снаряда игра в лучших традициях варгеймов просчитывает такие параметры, как калибр и масса снаряда, скорость, типы воздействия, бронебойные, кумулятивные, фугасные и другие, материал, а также угол попадания в броневую плиту, ее толщина и материал, из которого она изготовлена, литая броня или катанная, а также ее качество. Все танковые снаряды тут делятся на три типа. Это бронебойные, то есть самый обычный снаряд для борьбы с машинами, защищенными броней. Поражение цели здесь достигается за счет энергии самого боеприпаса. Подкалиберные снаряды меньшего калибра по отношению к стволу орудия, сердечником из очень прочного материала. Бронепробиваемость достигается за счет высокой начальной скорости снаряда. Однако из-за плохой аэродинамики дальность стрельбы такими снарядами составляет не более 300-500 метров. Фугасные и осколочные. Боеприпасы этого типа лучше всего приспособлены для поражения пехоты и легко бронированной техники, для разрушения зданий, укреплений, уничтожения минных полей и так далее. Для стрельбы по танкам он практически бесполезен, однако при прямом попадании в уязвимые зоны, люки, радиатор моторного отделения, боеукладка может уничтожить врага. Хотя тут стоит оговориться. Если мы говорим о фугасном снаряде ИС-2, то благодаря монструозному калибру его снаряда танки противника обычно лопаются по швам. Грамотное и современное использование разных видов боеприпасов – залог успешной игры. Ну так всегда было, в принципе, в толковых играх. Попробуем выбрать цель потяжелее, например, стоящую неподалеку Пантеру. Ну понятно. Как видите, пробить лоб Пантеры не представляется возможным, и хотя толщина ее лобовой брони все те же 80 мм, находится она под наклоном в 55 градусов, что увеличивает ее бронестойкость почти в 2 раза. В таком случае попробуем обездвижить. Для этого прицелимся в гусеницу. Для нашей пушки это будет гораздо проще, чем пробить броню. Довольно легко.
Не так ли? Тем не менее, важно помнить, что в реальном бою враг не будет стоять на месте и тем более не станет ждать, пока вы тщательно прицелитесь. К тому же Пантера — серьезный противник, обладающий отменной оптикой, отличной броневой защитой и чаще всего открывающий огонь с довольно значительных дистанций, на которых у нашего Т-34-76 шансов практически нет. Полной противоположностью Т-34-76 является тяжелый танк прорыва ИС-2. Кинетическая энергия снаряда 122 мм орудия способна пробить некоторые немецкие танки насквозь, а порой и разрушить элементы погона башни. Кстати, примечательны срываемые бортовые экраны. Имея довольно небольшую толщину, они одноразовые, однако могут принять на себя первый удар и спасти боевую машину. Но все же основным средним танком РКК в 1944 остается Т-34-85. Полностью переделанная башня вмещает в себя 85 мм орудие, а отличная маневренность и скорость машины позволяет проводить молниеносные атаки и глубокие рейды в тылу врага. А для их осуществления нам поможет танковый десант. Т-34, как и любой танк в игре, может нести на себе группу пехотинцев, которая может быть чрезвычайно полезна при решительных наступлениях и зачистке населенных пунктов. Садитесь в танк! Понял вас! Жду указаний! Так, залазим. Готов! 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 Жду указаний! Как можно заметить, боты на броне перестали быть статичными, как в ранних версиях игры. Теперь все выглядит чуть живее, они адекватно реагируют на окружающую обстановку, спрыгивают в случае, если ваш танк попадает под обстрел, и вполне реально могут помочь вам в боях с вражеской пехотой. Медленно! И поехали. Не только одними снарядами и пулями можно бороться с противником. Такая тяжелая машина, как танк, способна буквально вмять вражеские орудия в землю и существенно проредить автоколонны противника. Вот и все. С востока к нам приближается Пантера. Давайте попробуем перехватить ее. Кстати, находясь в походном режиме, командир может использовать бинокль для обнаружения противника и координации действий своей боевой машины. Цель 0-4. Следи за... Вперед!
Право! Вперед! Ваша цель! Танк 0-4! Стой! Огонь! Враг повержен. Вот, пожалуй, и подошел к концу наш обзор бронетанковых войск, представленных в игре. К сожалению, многое осталось за кадром. Тем не менее, в конце мая игра появится уже на прилавках. Издателем в России будет компания Aquella, и вскоре вы уже самостоятельно сможете оценить этот продукт. До встречи на полях сражений Iron Front. Удачи!